В этом видео я расскажу, что можно посмотреть в Будапеште, в частности, какие есть бесплатные достопримечательности, а какие платные. Вы увидите все самые красивые места и лучшие достопримечательности Будапешта, а также я расскажу, как самостоятельно до них добраться на общественном транспорте. Посмотрев мое видео, вы сможете легко ориентироваться в столице Венгрии и без затруднений использовать общественный транспорт Будапешта. Вы узнаете цены на проезд и какие есть виды проездных билетов, а также как называются и выглядят остановки, возле которых расположены нужные достопримечательности. За 2 дня можно обойти все главные достопримечательности как со стороны Пешта, так и со стороны Буды и убедиться в красоте данного города. Вы получите инструкцию и полный обзор Будапешта, а также я покажу недорогие кафе с ценами на еду и расскажу, как их найти. Через Будапешт проходит река Дунай, разделяющая город на 2 части – Буда и Пешт. Какая из них красивее, сказать сложно. Кто-то выделяет больше Буду из-за находящейся там очень красивой церкви Матьяш и рыбацкого бастиона, а кто-то в восторге от Пешта, где расположено не менее красивое здание венгерского парламента, базилики святого Иштвана и знаменитой прогулочной улицы Ватси. Во всяком случае, по количеству достопримечательностей Пешт однозначно превосходит Буду, а уже что красивее и лучше судить вам. Можете, кстати, в комментариях поделиться своим мнением. Итак, как же посетить 40 достопримечательностей Будапешта за 2 дня, потратив всего 36 евро? Мы остановились в отеле Данибус Хотел Арена 4 звезды. Он находится в 4 километрах от центра города со стороны Пешта. Рядом расположена остановка метро у красной 2-й линии с названием Пушкаш Ференц Стадион, от которой легко можно доехать до центра города. В принципе, можно было бы прогуляться и пешком, однако впереди еще предстоит обойти немало достопримечательностей Будапешта, поэтому целесообразнее воспользоваться общественным транспортом. Сам отель, кстати, нам понравился, как удачным расположением, так и завтраками, которые отличались изобилием и разнообразием блюд. Все было очень вкусно. Что же касается общественного транспорта Будапешта, он состоит из трамваев, троллейбусов, автобусов, электричек, метро, речных трамваев, фуникулера и канатной дороги. Городской транспорт в Будапеште работает днем с 5 утра и до 11 вечера, а ночью с 11 вечера до 5 утра. В это время курсируют ночные автобусы и круглосуточный трамвай номер 6. На все виды городского транспорта действуют единые билеты, кроме канатной дороги и фуникулера. О видах и стоимости проездных билетов в Будапеште я расскажу чуть позже. Популярным здесь видом транспорта является метро и трамвай. Если говорить о трамвае, то туристы любят ездить на 2-м номере, потому что он проходит главные достопримечательности Будапешта вдоль набережной Дуная, которыми можно любоваться с окна трамвая совершенно бесплатно, заплатив всего около 1 евро за проезд. Но об этом подробнее чуть позже. Лично мы пользовались метро, что очень удобно, поскольку можно быстро добраться до всех основных достопримечательностей Будапешта. Оно состоит всего из 4 линий – желтой М1, красной М2, синей М3 и зеленой М4. Желтая и синяя ветки метро проходят по стороне Пешта, а вот красная и зеленая проходят как со стороны Пешта, так и Буды, соединяя один берег с другим. Зеленая ветка метро самая современная, а вот желтая считается исторической, со старинными желтыми вагончиками. Ей более 120 лет. Разобраться с метро в Будапеште очень просто. Я расскажу и покажу это на нашем примере, как мы добирались до нужных нам достопримечательностей. А для начала давайте разберемся с проездными билетами. Как я уже говорила ранее, для автобусов, метро, троллейбусов и трамваев действуют единые проездные билеты. Среди них выделяют: первое – одноразовый билет на 1 поездку продолжительностью 80 минут днем и 120 минут ночью. Стоит 350 форинтов, чуть меньше 1 евро. Курс на данный момент составляет 390 форинтов за 1 евро, но его лучше мониторить самостоятельно, поскольку он может меняться. При покупке у водителя цена билета составит 450 форинтов. Поэтому билет удобнее всего покупать либо в кассе, либо в специальных автоматах по продаже билетов. Это, пожалуй, самый удобный способ, поскольку позволяет купить билет по карте MasterCard или Visa, не меняя перед этим валюту с евро на форинты. Также можно купить сразу блок из 10 одноразовых билетов за 3000 форинтов.
В таком случае цена одной поездки составит 300 форинтов вместо 350. Данный вариант выгоден тем, кто едет компанией или семьей из нескольких людей. Следующим видом билета является проездной на один день, который дает право на неограниченное количество поездок на общественном транспорте Будапешта на протяжении 24 часов. При покупке билета время начала его действия можно выбрать самостоятельно. Компостировать проездной не нужно, его достаточно показать водителю или контролеру в метро. Данный проездной позволяет также ездить на речных трамвайчиках, курсирующих по Дунаю, но только в будние дни. Стоимость билета составляет 2500 форинтов. В других же случаях нужно покупать отдельный билет на речной трамвай, который продается в автомате за 750 форинтов. Однако на данный момент эти круизные трамваи D2, D11, D12 не работают. За этой информацией можно следить на официальном сайте компании. Тем не менее, по Дунаю можно прокатиться в рамках экскурсий от частных компаний, но цена, соответственно, будет дороже от 10 евро и выше. Любоваться главными достопримечательностями с парома можно как днем, так и вечером. И, кстати, именно в ночное время они смотрятся лучше всего, так как в Будапеште включается яркая и красивая подсветка. Есть также проездной на 3 дня по цене 5500 форинтов. Срок действия 72 часа с момента покупки. Помимо этого выделяют групповой билет на один день, позволяющий людям до 5 человек без ограничений в течение суток пользоваться общественным транспортом Будапешта. Цена билета составляет 5000 форинтов. Ну и, конечно, есть проездные билеты на неделю, 15 дней или месяц. Стоимость на неделю составляет 6500 форинтов. Чтобы его купить, нужен документ, удостоверяющий личность. Штраф за безбилетный проезд в Будапеште составляет 25 тысяч форинтов, около 65 евро. Контролеров можно увидеть на выходе из метро. Проездные билеты на общественный транспорт Будапешта продаются в кассах на некоторых станциях метро, в газетных киосках, в отделениях почты, а также в аэропорту Будапешта. Но, как я уже ранее говорила, самый удобный способ – это автоматы сиреневого цвета. Они установлены на каждой станции метро и на многих автобусных остановках. Оплата возможна как картой, так и наличными форинтами. Купить билет в данном автомате несложно, поскольку есть возможность выбрать русский язык. Билет на общественный транспорт нужно прокомпостировать. В метро Будапешта нет турникетов. Билет компостируется в маленьких компостерах при входе в метро. В автобусе билет компостируется возле водителя, а в трамвае – внутри вагона. Вход в автобусы и трамваи осуществляется через переднюю дверь, а выход через заднюю или среднюю. Чтобы войти или выйти из транспорта, нужно нажать кнопку, расположенную прямо на двери. Также в автобусах нужно нажать кнопку возле двери, если вы планируете выйти на следующей остановке. Проезд для детей до 14 лет бесплатный по предъявлению венгерского ученического удостоверения. Режим работы Будапештского метрополитена с 4:30 утра до 11 вечера. Поезда ходят часто. Среднее время ожидания – 5 минут. Поскольку многие достопримечательности Будапешта сосредоточены в шаговой доступности, особого смысла в проездном на один день я не вижу. Более выгодно купить одноразовый билет и доехать до одной из остановок, так сказать, начальной точки, с которой вы планируете начать прогулку для осмотра всех достопримечательностей Будапешта. Кстати, на данный момент для украинцев проезд в общественном транспорте Будапешта бесплатный до 31 марта 2023 года. Возможно, дальше будет очередное продление, так что следите за данной информацией, кому она актуальна. Так как наш отель расположен недалеко от остановки «Стадион», мы сели на этой остановке в красную вторую линию метро и доехали на ней до станции ДЭК. Это самая крупная станция в Будапеште, поскольку здесь пересекается сразу 3 ветки метро – М1, М2 и М3. Зайдя в метро, вы сразу увидите 2 конечных направления у второй красной ветки метро. Первое – это Дели Полиудвар, и второе – это Орс Везер Терре. Поскольку нам нужна остановка ДЭК, которая будет у направления Дели Полиудвар, то следует идти налево. Спустившись к платформе, можно увидеть маршрут поезда из остановок, в частности, начальной остановки «Стадион», в которой мы находимся, и конечной остановки Дели, куда будет ехать поезд, ну и в середине остановку ДЭК, где мы будем выходить. Когда будет подъезжать поезд, на нем будет указана его конечная остановка. Внутри вагона вы также увидите изображенный путь поезда, состоящий из его остановок, а также справа и слева от дверей вагона установлено табло, на котором светится название каждой следующей остановки у поезда. Так что свое вы не проедете. Выйдя из поезда, нужно следовать указателям-стрелочкам с названием той станции, на которую вы приехали. Выход в Будапеште обозначается словом «Киярат». Так что, следуя этому названию, вы легко выйдете из подземки. Метро в Будапеште очень простое, в разы легче, чем в том же Париже, поэтому запутаться здесь невозможно даже в самой крупной по их меркам станции метро ДЭК.
Выйдя из станции ДЭК, первое, что мы увидим, это колесо обозрения, а дальше сможем дойти до площади Вёрышмарте, кондитерской Жербо, концертного зала Вигода, увидим статую маленькой принцессы, пятизвездочный отель Грешем, цепной мост, прогуляемся до базилики Святого Иштвана и оперного театра, недалеко от которого расположен памятник офицеру, а также пройдемся по проспекту Андраши. С 18 ноября по 1 января на площади Вёрышмарте можно попасть на рождественскую ярмарку, где можно купить различные сувениры, закуски и лакомства. Напротив концертного зала Вигода расположен памятник маленькой принцессы. Если же идти дальше вдоль набережной, то вы дойдете до отеля Грешем. Кстати, находясь на набережной Дуная возле отеля Грешем, можно увидеть Будайскую крепость на стороне Буды. С башни базилики Святого Иштвана открывается красивый вид на город. Цена билета составляет 2500 форинтов или 6,5 евро. Оперный театр расположен на проспекте Андраши. Цены на билет можно посмотреть на официальном сайте, который указан ниже. Проспект Андраши, кстати, называют еще Будапештскими Елисейскими полями за изящество и красоту зданий. Здесь также сосредоточены бутики разных брендов. Его длина составляет 2,5 километра от площади Эржебет до площади Героев. Следующие достопримечательности, которые мы увидели, это туфли на набережной Дуная, мемориал жертвам Холокоста, очень красивое здание венгерского парламента, этнографический музей, музей шоколада, площадь Свободы, кафе Нью-Йорк с красивым интерьером внутри, большая синагога, Венгерский национальный музей и центральный рынок Будапешта. Что же касается еды и недорогих кафе, лучше всего выбирать заведения за пределами туристических зон, там цены будут на порядок ниже. Также популярностью пользуются рестораны китайской кухни, где можно недорого покушать. Еще нужно учитывать, что порции в Будапеште большие, так что их вполне можно разделить на двоих. А также в обеденное время с 11:30 до 2 в кафе и ресторанах Будапешта часто вывешивают таблички с так называемыми комплексными обедами, где за приемлемые деньги 3-5 евро можно получить обед из нескольких блюд. К тому же в Будапеште много будочек с различными перекусами в виде той же венгерской выпечки от 1 евро и выше. Также в Будапеште выделяют категорию ресторанов с так называемым шведским столом, где в течение 2 часов можно выбирать любую еду в любом количестве. Цена зависит от дня и времени посещения. До 5 вечера, как правило, дешевле, а после 5 вечера и в выходные дни дороже. Позже я дам перечень недорогих кафе в разных районах с ценами на еду. Большая синагога является вторая по величине в мире. Работает с воскресенья по четверг с 10 утра до 16:00, в пятницу с 10 до 14:00 и в субботу выходной. Билеты можно купить онлайн на официальном сайте. Цена составляет 9000 форинтов или 23 евро. Центральный рынок Будапешта работает в понедельник с 6 утра до 5 вечера, со вторника по пятницу с 6 утра до 6 вечера, в субботу с 6 до 3, а в воскресенье выходной. Возле центрального рынка находится мост Свободы. Если его пройти, то вы дойдете до монастыря Паулинов на стороне Буды. Это пещерная церковь в горе Гейлерта. А дальше можно будет снова вернуться на сторону Пешт, чтобы продолжить осмотр достопримечательностей, таких как Университетская церковь, церковь Святого Михаила, прогуляться по знаменитой улице Ватси и дойти до моста Эржебет, возле которого расположилась церковь Пресвятой Девы Марии, а от нее уже дойти до красивого здания отеля и францисканской церкви. Если вы не любите много ходить, как вариант можно воспользоваться трамваем номер 2 и за полчаса объехать многие знаковые достопримечательности вдоль набережной. Для этого понадобится все тот же одноразовый билет за 350 форинтов и знание остановок, которые он проходит. Кстати, следите на официальном сайте за информацией, поскольку бывает так, что некоторые остановки по техническим моментам закрыты и трамвай их не проезжает. Францисканская церковь, кстати, находится недалеко от площади Вёрышмарте и станции метро ДЭК, откуда начинался наш путь, и откуда можно доехать до купальни Сечени, выйдя на одноименной остановке.
Однако, если выйти на одну остановку раньше, можно увидеть дополнительные достопримечательности. Для этого нужно будет сесть в первую желтую ветку метро и доехать до станции Хашок-Тере. Это будет 7-я остановка от станции ДЭК. Выйдя из метро, вы сразу попадете на площадь Героев, откуда можно будет прогуляться по городскому парку Варашлиге и дойти до замка Вайдахунят. А уже дальше будет купальня Сеченей. Цены за вход показаны на официальном сайте и на данный момент составляют в будние дни 9400 форинтов, около 24-25 евро за целый день с 7 утра до 7 вечера, а в выходные и праздничные дни 10 900 форинтов с 9 утра до 8 вечера. При себе лучше иметь тапочки, полотенце и шапочку для плавания, поскольку без нее не пропускают в плавательный бассейн. С купальни можно либо доехать до нашего отеля, либо прогуляться пешком полчаса. На следующий день мы решили осмотреть достопримечательности на берегу Буды. Для этого мы сели в красную вторую ветку метро на станции Стадион и доехали до станции Батья-Нитер. Ехать 6 остановок. Выйдя из метро, первые достопримечательности, которые вы сможете увидеть, прогуливаясь пешком, будут Реформатская церковь, а дальше Рыбацкий бастион, церковь Святого Матьяша, статуя Туру, Будайская крепость с Королевским дворцом, нулевой километр и остров Маргет с красивым парком. Рыбацкий бастион, церковь Матьяш и статуя Туру с Будайской крепостью расположены на возвышенности, и есть несколько способов, чтобы туда попасть: пешком по ступенькам, либо бесплатно по эскалатору, который находится недалеко от Дворцового базара и Цепного моста, либо же воспользоваться фуникулером, который находится недалеко от нулевого километра. Цена проезда составляет: взрослый билет в одну сторону 1400 форинтов или 3,5 евро, в обе стороны 2000 форинтов или 5 евро. Детский билет в одну сторону составляет 700 форинтов, в обе стороны 1100 форинтов. Детский билет покупается для детей от 3 до 14 лет, детям до 3 лет проезд бесплатный. Фуникулер работает ежедневно с 7:30 утра до 10 вечера. Время отправления каждые 5-10 минут. Иногда фуникулер может закрываться на технические работы, поэтому актуальную информацию смотрите на официальном сайте. С Королевского дворца открывается красивый вид на город. Прогуливаясь в обратном направлении, мы дойдем до нулевого километра и острова Маргет. После прогулки по парку на острове Маргет можно вернуться на остановку Батья-Нитер и оттуда доехать обратно в отель до станции Стадион. На карте я выделила несколько недорогих кафе как по стороне Пешта, так и Буды. Среди них есть столовые с самообслуживанием. Это Вар Бистро и Октагон Бистро. Меню с ценами можно посмотреть на официальных сайтах. А в том же Лесхо часто в обеденное время вывешивают меню из первого и второго блюда за 3-4 евро. Одно из заведений шведского стола называется Трофия Грилл. Цена на данный момент стартует от 7990 форинтов, то есть 20 евро за человека. Вся информация есть на официальном сайте, который указан ниже. Раньше по такой же системе было более дешевое известное кафе Gastland Bistro Octagon. Но оно, к сожалению, закрылось, и сейчас из этой категории кафе со шведским столом остались более дорогие варианты. Остальные обозначенные на карте кафе тоже пользуются популярностью у местных жителей, и там порой можно попасть на очередь. Благо, заведений в Будапеште хватает на любой вкус, а цены вполне приемлемые, поэтому есть с чего выбирать. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видеообзоры.